Я много лет терпела издевательства, и дошло до того, что я его зарезала. Вы убили отца своих детей. Да, брат покойного мужа забрал детей. На каком основании? Старший сын позвонил, что мама выпившая. Пьянь 3 года избивала детей. После смерти вашего Да, брата? после смерти. Так он же тоже бухал. Когда твой брат бил меня, когда я он тебя прибегала бил за за помощью. дело. За что она его убила? Ну вот он потому что ее долбил постоянно. Ну, у нее 6 детей. Куда их девать? Давайте я сделаем условку. Вас стерилизовать обоих надо, чтобы дети не мучились. Выйдешь за меня замуж? Да? Или... Да. Почему вы его скрывали до последнего? Сережа боится. А Сереж что боится? Он Ну, потому оскорблять что начал. он оскорбляет детей. И Аркашу. И хорошо, что вы упомянули Аркашу. Поскольку он приехал к нам в студию, давайте его позовем. Добрый день. Мам, которые, к сожалению, бросили своих детей, в этой студии было очень много. И разные у них были причины для этого. А вот чтобы было все с точностью до наоборот, это что-то новенькое. Ну, поскольку детей 6, многие родители просто мечтают о таком развитии событий. Сегодня в нашей студии Маргарита Чистякова. Маргарита, здравствуйте. Ну, рассказывайте поподробнее, что у вас случилось. У меня похитили детей. Давайте Да. по порядку. Как это произошло? Это брат покойного мужа приехал, забрал детей маленьким. Вообще он ничего не объяснял. Их просто одевали, а старшие помогали одевать. Ну, быстро это Аркаша там и Вероника. Их садили в машину, их даже не остановили, даже не дали слова мне сказать, что... Это все я при ей вас объяснила. было? Да, пока я разговаривала... Подождите, вы сидите дома с детьми. Сколько у вас детей? Это маленькие, 6. со мной маленькие дома были только. Так, с вами были Они маленькие. сразу Кто? приехали. Это Софочка моя и Саша. Софа и Саша были с вами дома. Кто И приехал? Юлечка еще, она прибаливала, так и осталась дома. Так, то есть Получилось. вы были дома, с вами было 3 ваших детей, Да, мальчик. Юлиана, София и Саша. Да. Кто приехал их забирать? Приехали уже старшие дети. Это кто? Это Аркаша, Артура и Вероника. Так. И они уже приехали с Сережей. Сережа И это... Это брат моего мужа. То есть он детям дядя. Да. Он является близнецом моего умершего мужа. Так. Они привезли с собой девушку с органов опеки, что именно зафиксировать, что действительно я была выпившая. Но я не была не выпившая, я была с похмелья. Что вот эта женщина из опеки говорила? Она сказала, что временно сейчас Сергей заберет детей, пускай они там и на каникулы съездят с ним. Вы какую-нибудь бумагу подписали в этот момент? Они составляли акт, что, что мы изымаем детей. На каком основании? Что старший сын позвонил, что мама выпившая. Ну, я так понимаю, что Аркадий не раз это делал, а не 2. Да. Мне кажется, это с подачи Сережи. Не кажется, я прямо уверена, что это с подачи Сережи. Дяди? Да. Почему тогда дядя по отношению к вам так поступает? Потому что я просто уверена, что он мстит за смерть брата. Про смерть брата мы чуть позже поговорим. Я просто хочу вам задать простой вопрос. Значит, если вы были с похмелья утром, значит, вечером вы были пьяны. Да, я была похмелье выпившая. просто так не бывает. У вас верно? есть проблемы с алкоголем? Да, у меня есть проблемы с Вот. алкоголем, это да. Сколько вы могли выпить за один вечер? Ну, бутылку водки выпивали? Да. Все. А больше? Даже больше. А теперь можно мне узнать поподробнее историю? Родной брат-близнец вашего покойного мужа мстит вам за смерть своего брата. Вы какое отношение к этой смерти имеете? Потому что я его убила. Вы убили отца своих детей? Да. А что произошло? Родственники мужа, дядя Сережа, проживающие недалеко от нас. Я помогала ходить
доить коз. Он сам не может, допустим, подоить. Ему очень тяжело, он инвалидом является, и уже плюс возраст. Дядя Сережа и мой муж выпивали. Предложили мне. Я тоже пригубила, я не отказываюсь. Саша еще позвал друга своего, Никиту. Сказал, что если у нас сейчас закончится, ты пойдешь, еще возьмешь. У нас началась словесная перепалка. Но так как я не уступала в разговоре, ругалась с ним, он начал применять физическую силу. И если бы я смогла убежать, я бы убежала. Как это обычно бывало. Он меня зажал в угол и начал наносить удары. В основном удары приходились, в голову. Дядя Сережа, так как в силу, что он инвалид, он особо не полезет в драку. Но он словесно, помогал. Он говорил: Саша, успокойся, что в конце концов там... Когда уже... Саша налетел на меня, наносил на меня удары, да? Его Никита в первый раз оттащил его, прямо оттащил от меня. Вот он первый раз оттащил. Да. Он опять на вас полез? Да, я все равно тебя убью. Он схватил нож, все равно я тебе отрежу голову, схватила за волосы. Первый раз я не успела ему поставить, он как надавил ножом на шею, сюда, получается, мне. Потом я уже подставляла руки. Никита второй раз, когда я его уже оттянул его, Саша психанул и бросил нож рядом. И Саша вторым ходом, ты все равно, я добьюсь того, что тебя не будет на свете, мы будем жить нормально без тебя, все равно, смерть найдет тебя. И ринулся ко мне. Но в тот момент я вообще не поняла, что я схватила нож. Я просто хотела напугать его, что обычно же, когда махают, допустим, если бы мне махали, я бы даже не ринулась в эту сторону. А он как шел на меня с кулаками, я схватила нож и выдвинула его, как сидела, и получилось, что попала где-то вот в эту вот область. Он сразу умер? Буквально это было в течение минут. Вы в артерию попали? Да. Вам какое наказание вынесли? Мне дали 1 год и 8. Условно? Да. Сейчас это погашено уже? Да, погашено. А как статья, по которой вас осудили, звучала? Убийство в состоянии эффекта. А на похоронах мужа были? Меня не пустили на похороны. Сережа сказал, если ты там появишься, я тебя застрелю. Мы перед программой побывали у вас в гостях. Давайте посмотрим, и как вы живете, и как детей-то у вас забрали. В тот день, когда приехали дети неожиданно, я находилась дома с маленьким ребенком и мамой. Мы отдыхали. Дети приехали с Сергеем, то есть со своим дядей, и с органами опеки. Была одна девушка. Я пьяна не была, да, мне было немного плохо. Я была с похмелья. Разговаривали очень грубо. Были оскорбления в мой адрес. Пока я разговаривала с органами опеки, с девушкой с этой, Сергей и старшие дети одевали маленьких детей быстро и выводили из дома. Теперь в этой детской тихо и пусто. Хотя раньше был смех. Как бы ни было, в трудных ситуациях мы всегда друг друга поддерживали. Старший Аркадий. Опора и защитник мы. И Артур тоже. Они являются погодками, так что оба как бы старались помочь мне. Вот Вероничка это тоже. Она тоже всячески пыталась помочь. Мы столько с ней. И вот она очень хорошая девочка. Юлечка моя хохотушка, это вообще отдельный. Просто звонок в доме, просто. И вот мои кнопочки маленькие. Сашенька, малыш совсем маленький. И Софочка. Сергей не дает мне общаться с детьми. Не дает поговорить с ними, видеться с ними, встретиться, передать какие-то подарки. Это небольшие презентики, которые приготовила. Это девочкам. Они у нас любят копить денежки, тоже у нас уже положила немножко. А вот то, что подарки-то вы не смогли отдать детям на праздники, вот вы их показываете запакованные, это что, он не дает вам с детьми вообще общаться? Да. Я хотела съездить, мне брат приехал специально на машине, чтобы мы туда съездили, увиделись. Мы позвонили, и Сережа сказал, что если ты сейчас, Рома, приедешь с сестрой, то я тебе даже двери не открою. А вы лично с ним разговариваете, общаетесь? Когда я звоню, чаще всего сбрасывает. Ну, либо, если ответит, то кратко, что никому трубку я не дам, и не хотят с тобой давайте-ка мы разговаривать. об этом сейчас и посмотрим сюжет. Я и думаю о будущем. Я из шкуры вылезу, но у вас будет все. Тане это не надо.
Вы не нужны там. Ты же это уже понял. А мне нужны. Если думаешь, что я трачу ваши деньги, это не так. Я знаю, но она сама говорила на весь дом. Я, конечно, не хочу жаловаться, но она говорила, что выкинет нас из дома. Вероника говорит, что хочет домой. Артура против. Саня тоже хочет к тебе. Я не знаю, где лучше. Тут тетя Таня на нас срывается. Даже не может нам вещи постирать. Сережа, позови, пожалуйста. Не хотят с тобой разговаривать. Почему? Объясни мне. Потому что у себя спроси, почему. Ты же не можешь запрещать разговаривать, видеться и общаться с ними. Я запрещаю, не хочет с тобой разговаривать. А это переписка с детьми ваша, да? Да, Это старший сын писал? старший сын, да. Кто такая тетя Таня? Это жена Сергея. Давайте позовем все-таки Сергея сюда, с которым сейчас дети живут. И попробуем понять, чего он-то хочет. Сергей, идите к нам. Че ты, тварь, здесь рассиделась? Вся бедную овцу-то построила, а? Я не строю себя Че бедной ты овцой, я такая хочу бедная? вернуть своих Ты детей. скажи, как ребенка зимой на трассе бросила одного. Скажи! Я его не В бросила. летних кроссовках в 35 морозов. Сергей, вы сядьте и расскажите летних нам эту кроссовках. жуткую историю. Пьянь всю психику детям 3 года избивала, убивала, уничтожала детей. 3 года это после смерти вашего Да, брата? после смерти. А до этого все нормально было? Какой нормально? Она всю жизнь такая, она алкаш вообще. Всю А жизнь зачем ты- ваш брат жил с алкашкой и рожал с Я ней вот детей? его тоже не понимал, почему. Так он что ж бухал? Ему удобно было. Он бухал, потому что из-за злости. Когда приедет с работы, этой нету. Где-то на гастролях Слушайте, она по из-за деревне. злости 6 детей не делают. Послушайте, а вас не смущало, что ваш брат ее бьет до смерти? Да не было такого, чтобы он ее бил до смерти. Это Самое было при большое то, детях. что он тебе пару раз вот так плюхи даст и за шкварник тебя домой закидывал. Он бегает по деревне, гуляет. Он ее потом ищет по 2 дня. Послушайте, ну у нее столько детей, что она как минимум из 17 лет жизни с вашим братом, как минимум 6 лет она была беременна, и еще какое-то количество лет кормящая. Там особо не набегаешься. Вы нам сказали про ребенка, который был оставлен на морозе. Что это за дикий случай такой? Поехали они в Новоилинск, это 50 километров от деревни, от ихней. Они это кто? Ну, Артур и мама, как так сказать, его. Купить обувь зимнюю. Он был в летней. Мама набрала водки, а будки не надо же брать ребенку. Села, вызвала такси, села и поехала. Артур сказал, я с тобой не поеду, пока ты водку не выкинешь. Она дверью хлопнула, уехала. Ребенок пешком шел в мороз по Это трассе неправда, один. что я села... и- Чего неправда? Это неправда, что ты сейчас говоришь, что, Что я ты села и опять уехала. развернулась через 5 минут и подъехала, дверь открыла, садись, он тебе сказал, выкинешь водку при мне, я поеду. Ты дверь захлопнула и уехал, как это Неправда. неправда? Ты сейчас И что ты при этом ребенок 40 присутствовал. минут шел Ты сейчас по не трассе в накручивай. мороз. Ты сейчас Спасибо накручиваешь, тем ты людям сейчас- скажи, Ты что вообще, ты его хотя бы раз подобрали до помог дома. мне, когда нужна была помощь. Ты Я сейчас тебе такой должен светлый, помогать? великий, да? Ты что, дура или что? Когда твой брат Когда бил твой- меня, да? Когда Он я тебя прибегала бил за за помощью. дело. Не я Я твой к те- муж, я б тебя убил бы сразу. Я к тебе за помощью прибегала, чтобы За- ты помог нам, чтобы ты как-то наставила, чтобы он не пил так же, Скажите, поддерживал пожалуйста, а меня. сколько ребенку было? 14 лет. Скажите мне, пожалуйста, а вот сейчас органы опеки, что они делают? Они вышли в суд об лишении вас материнства или как? Да, был суд. Первый суд был 6 числа, второй 16. У меня сейчас ограничения. Я так понимаю, что случай с Артуром был просто последней каплей, да? Это да, это была моя последняя капля. Мне Аркадий писал, где Серега, она пьет уже, все, говорит. ПДН приезжал, нас приедут забрать. Я сел на машину в ночь, поехал за детьми. Я им сказал, поедете ко мне в гости. Они согласились. А Я ваша сел- супруга была против или за? Нет. Я у супруги спросил, что, как мне быть-то? Говорю, они же все равно мои дети, как бы, нет, они чужие они, это дети моего близнеца, мы с ним как один были. Я говорю, мне как, что делать? И я поехал за ними, она говорит, езжай, если ты решил, ты езжай. То Тебя есть она не против была? Нет, тебя, говорит, никто уже не остановит, ты решил, езжай. Найдем, куда положить спать,
накормим А у в вас свои тесноте, дети да не есть? в обиде. 3 детей у меня. То есть у вас сейчас дома живет 9 детей? 9. А то, что ваши племянники, ну, которых вы к себе забрали, жалуются на вашу супругу, вы знали? Да, они мне говорили, что здесь она маленько, тетя Таня, ругает нас. А что вы своей супруге сказали, чтобы она не ругала детей? Да, я сказал, давай, ну, как бы в тесноте первое время было, это, ну, все накалились, ну, как бы не привыкшие же, как бы, Понятно. все равно. Ну, я говорю, давай как-то это помягче будем, найдем выход, и все будет нормально. Главное, чтобы дети были живые. Все-таки как вы договорились с опекой-то? С опекой. Я детей забрал к себе и утром позвонил, сказал, что мама ихняя гуляет. Я приехал, детей взял к себе в гости. Она вернулась через 2 дня. Мне позвонили с деревни, потому что деревня маленькая, все видят, кто с трассы идет. Идет нафуфыренная пьяная Снегурочка с трассы, ну все, значит, Рита приехала. Почему с пьяная, фестиваля. нафуфыренная? А Вот какая ты была любитель это? все время приукрашивать. Я детей, когда домой привез, я говорю, заходите первый. Дети все зашли, она сидит возле печки, бухущая. Никого не видит, вот такая. Что ты говоришь? подожди. Даже не заметила, что дети зашли. Зашел крайне я в дом. Она подскочила, ой, Серега, ты меня так напугал, я утром смотрю, а детей-то нету. Я говорю, а ничего, что у Таких тебя слов 3 даже дня? не было. Где это? Все где дети вот это это вот? слышали. Перед программой Сергей нам передал видео, которое дети снимали еще, когда с вами жили. Давайте посмотрим. Ты чё пьешь, я тебе говорю, а? Ты же утром нормальная была, а сейчас уже напилась. Вот эти ваши вот... Вот это вот чё? Вот это вот чё? Вот. 1, 2, 3. Выливай, нафиг это надо? Вот куда ты деваешь деньги, да, с нашей пенсии, да? Я работаю. Где ты работаешь? Ты с пенсии берешь с нашей, которая... У меня по уходу есть. Ты успокойся, у тебя маленькая зарплата, ты бы не могла на нее те 6 месяцев пить, и потом вот эти вот. Сейчас месяц. У меня другие отклады есть. Отклад, так ты с пенсии откладываешь. У меня свои деньги, понятно? Интересное общение с детьми, если честно. Это неправильно, Скажите, да, я понимаю, что это неправильно, поэтому я это и не решилась. неправильно, это чудовищно. Когда еще мой брат был живой, он ее еще вот тырил Неправда, маленько, так он маленько просто она еще меня в бил, руках это вы его настраивали, и держала. ваша мама Ну, продавала спирт, ты еще раз держала мою маму магазин тронь, и поняла? водку. И все об Моя этом вся мама деревня святая знает. по сравнению Я с понимаю, тобой. я не Она оскорбляю. 8 детей воспитала. И никто не и спился, также- как ты. и Мать мама мою также еще получала. бы не трогала. Но это разве неправда, если бы мама Я не тебя щас давала бы, придавлю если здесь, бы поняла? пить своему сыну и запрещала ему, у нас Мама бы не давала. было этого. Он же от мамы Ты за нес своей также мамой спиртное. смотри, с которой на пару жрешь. Я маму не сутки оскорбляю напролет. твою. Давайте сейчас вот ваши отношения прекратим, они мне не очень интересны. Дети как себя сейчас чувствуют? Дети отлично себя сейчас чувствуют, хорошо и уверены. в А вы завтрашнем правда дне. хотите, чтобы они уважили, или вы мстите ей за смерть брата? Нет, Она я- просто считает, что вы мстите. Нет, я хочу их выучить, дать им образование, чтобы у них было детство наконец-то. Наш корреспондент просто побывал у вас в гостях. Давайте посмотрим, как дети сейчас живут. Здрасте, меня зовут Юля. Давайте я вас познакомлю с братьями и сестрами и покажу, где мы живем. Это моя старшая сестра Вероника. Она любит готовить. Сейчас они с моей бабушкой готовят лепешки. Мы где по очереди, кто убирается, кто полы моет, а кто посуду. Бабушка говорит, что мы помощницы, мы молодцы. Это моя младшая сестра Софа. Она очень любит разукрашивать, рисовать. Папа ей купил недавно прописи, и она уже много страниц прописала. Я очень люблю прописывать и раскрашивать. А это мой младший брат Саш. Он любит собирать мозаики. Что ты, Саша, сейчас собираешь? Я собираю кораблик. Он получился цветочком. Это мой старший брат Артур. Он любит сидеть в компьютере, ну и помогать на улице. А это мой очень старший брат, самый первый, который родился. Он любит помогать на улице, заниматься спортом.
Качок, да, Нет, качок. у меня больше. Пацанов раскидываете. Постоянно ходите, общаетесь. Вот когда у нас выходные совпадают, у меня с ребятишками, супруги, мы собираемся вместе все за одним столом, большой дружной семьей, пьем чай. Давайте, девочки, несите кружки. Семья теперь большая, пополнение. Дом как бы все равно маленький для такой семьи. Ну, мы уже в прошлом году как бы начали пристрой делать, расширяться. Держим мы еще скот. Когда я на работе, дома у меня нету, я за скот спокоен, потому что ребята и напоят, и накормят. Да и пацаны голодными не останутся, потому что девчонки дома молодцы. И варят, и посуду убирают. Вот так дружно и живем. Я хочу, чтобы мои братья и сестры жили в хороших условиях. Здесь, где с Серегой, им намного лучше. Давайте Екатерину Кириллову, подругу вашу, наилучшую, позовем в студию и допросим ее. Вот что ты, Серега, сидишь и всякую дрянь на нее молотишь, давай. А что давай-то? Ты сама лишенная Да при чем, кого ты гонишь, кого пьянь тут пришла? По там? полгода Пьянь? она пьет, ничего они не видят. А машины, мотоциклы, велосипеды. Чё дальше-то? А куда они все девалось-то? Ты же видела, что это дети ее снимали? Кого Когда вы дети? на А при пару чем пили это? там. А с чего голоса-то они снимали? Они еще со мной не жили. Ну ты уж ее совсем предоставил, что Ага. она не какая-то не Ты каждый раз Вы продуманная. на пару там пили. Что Ты ты же говоришь? тоже Екатерина, Мы что, возле твоего Екатерина, рядом с подругой сядьте. стола стоим, что ли? У тебя хлеб-соль просим? Можно я вам Слишком один... Так, все, настропаливаешь против нее. со мной говорите, не с ним. Скажите, пожалуйста, сколько вы пьете и чего? Сейчас я не пью в данный момент. Но бывало, что выпивали. Как Мы не часто? отрицаем. Как часто? Ну, как часто? Как вам сказать часто? Ну, встретимся, решим выпить, Каждый ну, день. выпьем. Когда она жила, ваша подруга Маргарита, когда она жила со своим мужем, они как жили? Они жили вполне нормально, происходили конфликты, но мы старались как-то не лезть, но то, что ихняя жизнь... Подождите, ваша подруга, сидя в этой студии, сказала, что она убегала из дома, потому что ее убивал ее муж. Да, Вы, это... как ближайшая Да ты соседка, кого об этом врешь-то? что, даже не врешь-то? знали? Что ты Так врешь? почему это Ну, а нормально? чё ты Ты не врешь? понимаешь? Это и Серега, есть ну нормально. он же бил ее, а? Когда он был жив, вы где бухали? У них дома или у вас дома? Ну, при чем тут у нас дома? Бывало, что если когда тепло, выходили в ограду. В ограде бухали? Да. И он с вами? Да. То есть вы вчетвером? Вы с мужем и она с мужем? За что она его убила-то? Ну, вот он потому что ее долбил постоянно. Мы решили восстановить события этого дня вместе с Маргаритой и некоторыми свидетельствами убийства. Давайте посмотрим. Саша с женой, с Ритой, еще два друга, зашли к нам. Зашли выпившие с бутылкой. Мы с мужем пришли помочь по хозяйству. Нужно было подоить коз. Дядя Сережа в действительности инвалид. Ему очень сложно по дому. Муж сидел здесь. Я присела к нему. Здесь проходил знакомый Саши, Никита. Но его тоже позвали. И у них начался скандал между собой. У Риты Саши, получается. Но он ее ревновал. И, видимо, на этой почве скандал-то. С этого стула я перешла сюда. И здесь уже присела. Соскочил, как начал меня бить. Но мне некуда было здесь как бы деваться. Никита пытался помочь оттащить его, Сашу. Он поднялся, а на столе, как закуску резали, нож лежал. Он этот нож взял и сюда через Никиту полез. Я отсюда встал и загородил Риту. И получилось, что здесь Саша, тут Рита. Никита опять его оттащил. А когда Никита оттаскивал, он бросил нож рядом со мной здесь на столе, получается. Нож, да, я у него забрал, повернулся к тумбочке, положил на тумбочку. Я тут решила встать. И все-таки думаю, я потихонечку, типа как в туалет, и уйду домой. Его это еще больше взбесило. Я вижу, что он сжимает кулак. Я думаю, ну все, теперь реально мне пришел капец. А я повернулся налить себе кофе. И вот в этот момент она ударила его ножом. Но когда она его взяла, я не видел.
Этого удара одного хватило. Она в печень попала. Я просто хотела напугать. Я схватила, когда этот нож, и вперед себя выдвинула. Думаю, он испугается. В этот момент получился одновременный, что я вперед вытянула, и он шагнул. Ножевое ранение было проникающее в брюшную полость. Передняя поверхность брюшной полости проникающая. С внутренним кровотечением человек умер быстротечно, моментально, можно сказать. Здравствуй, мой хороший. Очередной раз пришла к тебе на похороны. Когда я посмотрел документы, которые прислали, там как раз решение по вашим детям, и есть еще судебная экспертиза. То, что наблюдается по мнению экспертов, у вас восприятие связи между реальностью и желаемым, это однозначно. Во-вторых, они дали однозначное заключение. Вы полностью отдавали отчет в действиях. Доказательств именно состояния аффекта у вас сводится к одному. Вы испытали якобы физическую боль от того, когда он вас начал бить, но при этом я не увидел нигде, ни в одних документах того, что имеются последствия того, что он вас ударил. Но аффект не может быть по пьянке. Чем мы вообще это обсуждаем? Совершенно Правильно? верно. Абсолютно очевидно, что в этом деле не стали разбираться. Бытовуха, убийство по пьянке. Ну, по факту, он ее бил. Свидетели были, что он ее бил. Но у нее 6 детей. Куда их девать? Давайте ей сделаем условку. Все. Давайте позовем Елену Еременко. Это сестра мужа Маргариты. Что, одна другую приехала покрывать, ага. А при чем тут Вас покрывать? стерилизовать обоих надо, чтобы дети не мучились. Рита, ты вообще чего добиваешься-то? Я хочу, чтобы мои дети вернулись ко мне. А ты думала, когда ты гуляла, уезжала? Ты о детях думала? Вообще? Да, я думала о детях. Я считаю, что я сейчас Они могу им что, дать свою плохо любовь. жили? Да? Я- А ты думала, ты себе золото набирала? Ты Вероничке хоть сережки одни Какое купила? золото? А? Лена, Да что купила. ребенок говорит? Ты хоть что-то ей приобрела? Какое У детей золото? даже элементарно детского не было белья. Как не Это было? неправда, У у них, них всё по-моему, новое, постоянно все Рита покупала. Мне Кого ты подруга- говоришь, что они по кого-то. полпакетика привезли? Ты же, Мы все Серега, выкинули знаешь, что заново и коммерсанты одевали. приезжали, Ритка постоянно в долги Вероники эти даже нижнего залазила. белья не было. Лен, сядьте, пожалуйста, Что расскажите. захотели, Так, то вам брали. молчать. Вы говорите, что она себе золото покупала? На что на ней одета? Это бижутерия. Может снять? Нет. Ну, это Вероникины слова, твоей дочери. Вы мне лучше вот что скажите. Что там за истории были, когда у нее были якобы суицидальные наклонности? Это дети рассказывали, Юля и Вероника. Мама неоднократно вешалась, что они ее снимали. Ты вообще психику думаешь о детях вообще? Это правда? Вы вешались? Я не вешалась. Это был случай, когда Саша мне даже по ограде за ремень, за шею таскал. Сейчас Сережа говорит, он меня никогда не бил. ты врешь, Я вся а? синяя была. Я лежала даже в больнице. Меня в Чтоб у больницу тебя язык возили, вызвали отгнил за скорую. такие А при чем здесь? Почему дети решили, что вы повесились? Я пугала мужа, что, да, что я повешаюсь. А правда, что она умудрилась из 3 пакетов еды, которые вы привезли детям, 2 пропить? Да, это тоже дети А как рассказали. продукты можно пропить? Ну как, запросто. Как они мясо пропивали. Как? Это неправда. Так идет к соседке Ну и как говорит, дай неправда? пузырь. Что ты Алене уносила куски мяса, мама твоя Я- уносила. Это неправда. Мы с ней Слушайте, дружили давайте на правда, тот неправда, момент. давайте послушаем, что сами-то дети про маму говорят. Ну, после смерти отца она, получается, полгода не пила и потом начала. До этого тоже выпивала. Мы убирались дома с Вероникой. Мальчики помогали, топили печку, везде убирались. Всех своих друзей соберет, и сидят они там, пьют, потом уйдут опять куда-то за спиртом или куда-то, и мы там опять убираемся, и так ежедневно. Она постоянно по ночам пропадала. Ну, лежишь, спишь, хоба, утром просыпаешься и нету. Она пила и бросила Артурика. А Артурик мне самый любимый брат. Мы поехали вообще за Играева. Ей надо было на какую-то отметиться, то, что вот она не пила. Она не отметилась. Взяла себе, алкогольные напитки, водку.
Я ей сказала то, что выкини это все, или я с тобой не поеду домой. Она просто закрыла, захлопнула дверь машины и уехала. Я минут 40 шел по дороге в холоде, в кроссовках старых. Потом остановилась машина и подобрала меня и довезла до деревни. Она нас бросила. Изменилось отношение к нам. Ей на нас как-то пофиг стало. Ну, потому что она уже не могла нас выносить, как бы. Говорила то, что мы все нервы как бы мучаем. Она кричала и не так поднимала руку, потому что я как бы на нее орала и говорила, чтобы она бросила пить. Она все равно не справится. Она просто сейчас деньги потеряла, поэтому, наверное, перестала пить. Если даже мы не попадем, она по-любому опять запьет. Я никогда к ней не вернусь. Не знаю, к бабушке еще приеду, но к ней нет. Она сделала очень много плохих вещей. Я разговаривала со старшим сыном Маргариты вашим, и надо отдать должное, что мальчик глубоко травмирован. И в свои 15 он вынужден вести себя как взрослый человек и брать свои эмоции под контроль. И вот тут как раз мы встречаемся с таким внутренним конфликтом. И с одной стороны, это все-таки мама. И, конечно, они испытывают к ней, с одной стороны, нежные чувства. Дети, безусловно, любят родителей. С другой стороны, они понимают, в какое положение их мама поставила, и что мама не в состоянии нести ответственность за них. Ну да. И они понимают, где им на данный момент лучше. И, конечно, они общаются между собой, обсуждают это. И вот этот конфликт, он и порождает травмы психологические. Это вы поставили своих детей в такое положение. Глядя на детей, я точно не увидела накрученности никакой, потому что они совершенно искренне, незаготовленными фразами говорят. А вот очень хочется все-таки прокомментировать саму Маргариту. Очень эгоцентричная, очень манипулятивная. Это вот на самом деле тот тип женщин, которые питаются мужской яростью, нравится конфликты раздувать. Это ее среда. Если честно, мне вот никто в этой истории не нравится. И брат тоже на гневе, на ярости, с желанием наказать. Тоже интересы детей там на каком месте. Большой вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем Сергей забрал детей? Ведь можно было просто отправить их в детский дом и все. Ну, наверное, ему это выгодно. Выгодно в каком смысле? Ну, деньги будет получать. Что? Свои Ему сейчас племянники. постройки нужны. Расстраивать. Да, Маргарита всю программу пыталась нас убедить, что она начинает новую жизнь. Давайте посмотрим. Сейчас я исправляюсь и очень хочу вернуть своих детей. В первую очередь я закодировалась и получаю поддержку от нарколога, своего врача. Дома сделала генеральную уборку. Также я преобразила немного кухню в более приятный, зелененький, такой успокаивающий цвет. В планах у меня еще сделать ремонт в прихожей и в детской. Я вот хотела спросить, да, я сейчас ограничена в правах. Нынешний опекун, то есть это муж моего брата Сергей, запрещает мне даже видеться с детьми. Я думаю, что здесь вопрос решаемый. Вам необходимо обратиться в органы опеки и попечительства, и вам установят порядок общения с вашими детьми. Насколько я знаю, проблема была, это у вас все-таки, что вы часто были в состоянии алкогольного опьянения, да? И если все будут условия для жизни детей, то есть чтобы из дома было убрано, да, то есть продукты питания было, чтобы вы трезвая была. Вы обращаетесь, мы будем вопрос решать. Здравствуйте. Вы на прием? Да. Как вы самочувствие? Самочувствие хорошо. Алкоголь пьете? Нет. Я закодировалась. Тяга возникает выпить? Нет. Хочется? Нет, абсолютно никакой. Кровь хорошая? Хорошие. Сейчас все в норме. Также меня поддерживают не только мои близкие, но и мой молодой человек. Здравствуй. Где эта справедливость, что он запрещает мне с ними видеться? Заодно к наркологу нужно отметиться. Ну, конечно, Сергей говорит, неправильно поступает сейчас. Скажите, пожалуйста, сколько вы находитесь в этом состоянии ремиссии, это трезвости? Ну, уже получается, второй месяц пошел, как закодировалась. Да, и до этого... Можно да. я тогда задам вам вопрос еще раз?
У вас нет никакой тяги к спиртному. Нет. То есть вы не хотите выпить. Я вообще не уверен, что вот на основании такого вопроса вы выпить хотите. Нет, есть карбогидрат-дефицитный трансферин, надо специфические анализы делать, все надо проверять, поэтому так она может всю жизнь рассказывать, как и нам рассказывала. Выглядит красиво. Я хочу позвать сюда вашего нового мужчину. Салим, идите к нам. Что ты свои грязные слова псуешь? Ты вообще откуда взялся-то, грязные слова? Тебе какая разница? Иди, туда шел, иди туда. Куда я хочу пойду? Иди. Это ты сказала, да? Меня что, с кем-то обняется, гуляется? И что гуляется? Она помимо тебя еще таскается. Какая таскается? Выйдешь меня замуж? Замуж. Понял? Выйдешь за меня замуж? Да. Да? Или... Да. Да. А, прекрасно. Ура. Салим, это неожиданный поворот, а теперь давай вот как. Предположим, твоя невеста вылечится. Она уже тут почти 3 месяца не пьет, потому что я не пью. Мы с ним уже больше 4 месяца. Она не пьет, потому что меня любит, и я ее люблю. А сколько вам лет? 22. Ну, возраст не означает ничего. Она мне не сказала, что алимент есть. Я работаю. Сколько зарабатываете? Ну, больше 80. О, так вы можете погасить сейчас. 70-80 я получаю. То есть вы вот этот долг сейчас погасите по алиментам? Могу этого сделать. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот дети вернулись, все 6, предположим, ну или 5, старший не пойдет, а вам 22 года. А как вы будете с ними справляться? Буду все. Как? Ну, поправимся. Откуда опыт? Нет, откуда навык у вас, откуда опыт? Ну, опыт у нее есть. Она научит мне. То есть вы готовы дать обещание ее детям? Да. Что мамы больше никогда ни капли в рот не возьмет? Нет, никогда. А если она вас разлюбит? Нет, этого невозможно. Почему? Я точно знаю. Маргарита, почему вы, когда сюда вышли, сразу не сказали, что у вас в жизни все поменялось, и теперь есть надежное плечо, зовут его Салим? Почему вы его скрывали до последнего? Я не скрывала. Разговор Она шел скрывала, просто боится как-то. Боится сглазит? Нет, не из глази, из Сережи боится. А Сереж что боится? Ну, потому что оскорбляет детей. И Аркашу. Почему-то дети нам об этом не говорили. Хорошо, что вы упомянули Аркашу, поскольку он приехал к нам в студию. Давайте его позовем. Можно я просто вот так похлопаю? Ты вообще кто такой? Ты че на дядя Серегу быкуешь? Я тебе здесь сломаю пол. И не таких ломал. Аркаша, сядь. Сына, Ну-ка, не вот так груби. отодвинься. не груби. Иди, садись. Давай. Что это было, Аркаш? Да вообще какой-то Он всегда типок так левый. разговаривает. Офигеть, я вот сейчас в натуре прям ошалел. А Нет, вы ты понимаешь, видели? что это официальный теперь жених твоей мамы? Нет. Она приняла от него Да кольцо я его и не сказала, приму да. вообще. Он вообще никто для меня. Тебя дядя Сережа обижает? Нет, не А было детей? такого. Нет, такого не было. А жена его? У вас Нет. же были терки. Ну, там просто я не привык, ну, чтобы за мной, типа, следили. Я привык к вольной жизни. Скажи вот, пожалуйста, вот мама сидит. При каких обстоятельствах, если это вообще возможно, дети готовы вернуться к маме? Ни при каких. Каждый из них скажет то, что он не хочет к ней. Даже К ней. младший? Ну, младший, я не знаю. Ну, он маленький, еще ничего не понимает. Скажите, пожалуйста, Аркадий, как вы себе представляете дальнейшую жизнь свою? Выучиться. Жить здесь с Серегой. Выучиться, достроить дом. Дом какой? Ну, дядя Серегин. Пристроим и делаем. А мамы никак в твоей жизни ты не видишь? Не, уже нет. Маргарита, вам дети ваши, дети, родные, говорят, нет, мам. Илья Нет, подумал. мы с тобой жить не будем. И что вы можете сделать? Насильно их окольцевать? Нет. Я просто попытаюсь все усилия приложить, чтобы все-таки они поняли, что я очень хочу, чтобы они были со мной и жили Вот со это мной. самое верное решение. У меня к вам просьба. Но абсолютно очевидно из того, что складывается, что никакой суд ей детей обратно не вернет. Но
сколько бы не было злости внутри вас, сколько бы не было обиды внутри вас, Она на не детей перекладывайте это на перейдет. детей. Нет, она на детей Понимаете, не перейдет. мстите, действительно, есть с помощью детей. Она мать. Так И поступит будет только слабый. лучше для детей, будет лучше, если они будут жить не в обиде на свою маму. И будут общаться с ней тогда, когда у них будет такой порыв и желание. Бабушка тащила ребенка к такси. Сын кричал, сопротивлялся. Родной Нападает. отец нападает. И что, полиция? До сих пор ничего не сделала. Тут не было похищения. Дело в Ну том, как что не было? Вы заломали ей руки? ее никто не трогал. В присутствии сотрудников полиции ребенок сказал, что его бьет дедушка. Ребенку в семье матери достается и от нового отчима. Ну, может быть, подзатыльник даете? Нет. Как вы его рукой можете ударить или дать ему пинка под зад? Вот он мне показал это. Сын мой тебя везде по заграницам возил, и сейчас ты здесь его грязью обливаешь? Ну зачем ты мучаешь своего сына? Вы знаете, все это меркнет и бледнеет по Нет, поводу того дня нет. рождения, когда я позвонил Вот и про день ребенку, рождения я сейчас вы тоже бросили расскажу. трубку. А что за ситуация? Ну-ка, рассказывайте.